Бескрайняя северная тундра зимой превращается в мир, где время словно останавливается, а грань между небом и землей стирается в бесконечном белом мареве. Здесь, среди морозного безмолвия, каждый шаг — это испытание на выживание, а сильный ледяной ветер не прощает ошибок ни людям, ни диким зверям. Под глубоким слоем свежевыпавшего снега таятся коварные ловушки — незамерзшие торфяники, глубокие промоины и ямы, скрытые от глаз тонким обманчивым настом. По этой белоснежной пустыне перемещалась пара северных оленей. Они шли бок о бок, привыкнув полагаться друг на друга в суровых условиях арктической зимы. Темные силуэты животных четко выделялись на фоне слепящей белизны. Долгое время они пробирались сквозь снежные заносы в поисках ягеля, пробивая копытами плотную корку льда. Однако зимний день на севере короток, и сумерки ползут по равнине быстро, принося с собой еще более лютый мороз. Один из оленей ступил на, казалось бы, ровную гладь снежного покрова. Но под мягким снегом скрывалась глубокая яма с полузаборлоченной вязкой ледяной жижей, которая не замерзала даже в самые лютые холода. Секунда, и прочный с виду наст провалился под тяжестью животного. Олень ухнул вниз, погрузившись по самую шею в ледяную ловушку. Вязкий ил и мокрый снег мертвой хваткой сжали его тело, не оставляя возможности оттолкнуться копытами. Беспомощность овладела животным в считанные мгновения. Он пытался барахтаться, вырываться, но каждое движение лишь сильнее затягивало его в холодную трясину. Вскоре снаружи осталась лишь голова с изящными рогами, возвышавшаяся над гладким снегом, словно одинокая коряга. Дыхание оленя превращалось в густые клубы пара, а в глазах застыл ужас. Силы быстро покидали его. Ледяная вода сковывала мышцы, а мороз забирал остатки тепла. Его сородич, шедший следом, вовремя остановился на краю опасного участка. Он не убежал, хотя природный инстинкт призывал спасаться от опасности. Встав на некотором отдалении, второй олень замер на фоне звенящей пустоты тундры. Он терпеливо ждал, тревожно поводя ушами и вглядываясь в попавшего в беду друга, отказываясь покидать его в этот роковой час. В это же время по заснеженным просторам продвигалась группа людей на снегоходах. Густой рокот моторов разрывал морозную тишину, а полозья снегоходов оставляли глубокие следы на свежем снегу. Путешественники привыкли к суровым пейзажам и редким встречам с дикими обитателями севера, но этот день готовил для них нечто совершенно особенное. Идущий впереди водитель вдруг сбавил скорость и остановился. В нескольких десятках метров от трассы он заметил странную деталь на совершенно гладком снежном покрывале. Из-под снега торчали ветвистые рога, которые слегка шевелились. Подоспевшие товарищи тоже заглушили энджинс, и над равниной снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. Сначала людям показалось, что перед ними лишь сброшенные рога или погибшее животное. Но когда они подошли ближе, проваливаясь по колено в глубокий снег, перед ними открылась драматическая картина. Из снежной толщи на них смотрели живые, полные страдания и надежды глаза. Олень был полностью погребен под снегом, закован в подземную ловушку, из которой не было ни единого шанса выбраться самостоятельно. Понимая, что каждая минута на таком морозе приближает гибель животного от переохладительного шока, люди без колебаний принялись за спасательную операцию. Достав из снаряжения лопату, один из спасателей опустился на колени прямо в снег возле головы оленя и начал осторожно, но быстро раскапывать плотный снежный слой вокруг его шеи и туловища. Каждый удар лопаты требовал огромных усилий. Снег снизу перемешался с грязью и превратился в тяжелую липкую массу.
Спасателям приходилось действовать максимально аккуратно, чтобы случайно не травмировать застрявшего пленника металлической кромкой лопаты. Олень, осознав, что пришедшие люди не представляют для него угрозы, замер и лишь кротко следил за каждым их движением. В его поведении не было агрессии, только молчаливое смирение перед людьми, ставшими его последней надеждой. Неподалеку, словно часовой, все так же неподвижно стоял второй олень. Он не приближался к людям, но и не уходил ни на шаг, внимательно наблюдая за тем, как незнакомцы борются за жизнь его компаньона. Эта верность и преданность поражала. В жестоком диком мире животное отказывалось бросить своего друга перед лицом смертельной опасности. Работа кипела. Снежный шурф становился все шире и глубже, но вытащить оленя оказалось намного сложнее, чем предполагалось изначально. Вязкая болотная жижа держит крепче любого замка, создавая вакуумный эффект при попытке поднять животное вверх. Кроме того, взрослое животное обладало внушительным весом, а мокрая шерсть делала его еще тяжелее. Первая попытка потянуть оленя в одиночку не увенчалась успехом. Он не сдвинулся ни на сантиметр. Поняв, что действовать нужно сообща, второй спасатель подошел вплотную к краю раскопанной ямы. Они распределили силы. Каждый из мужчин крепко обхватил оленя за мощные рога у самого основания, используя их как единственную надежную опору для захвата. Спасатели приготовились. Раздался громкий отсчет, и мужчины вложили все свое тело и силу в единый мощный рывок. Олень, почувствовав поддержку и свободу пространства вокруг груди, изо всех оставшихся сил попытался оттолкнуться передними ногами от дна ямы. Секунды напряжения казались вечностью. Ткань курток спасателей трещала от напряжения. Ноги скользили по льду, но грязевая ловушка наконец сдалась и неохотно высвободила свою жертву. С глухим всплеском и шуршанием снега олень был вытянут на поверхность и повалился на бок прямо на плотный наст. Мужчины тяжело дышали, отходя на шаг назад, чтобы дать спасенному животному пространство и возможность прийти в себя. Вся нижняя часть тела оленя была покрыта темной торфяной грязью и мокрым снегом, а сам он дрожал от перенесенного стресса и холода. Несколько мгновений олень просто лежал на снегу, тяжело восстанавливая дыхание. Свобода казалась ему непривычной после долгих часов, проведенных в подземном плену. Затем он предпринял первую попытку подняться. Его тонкие ноги скользили и дрожали на ледяной корке, и животное снова опустилось на снег. Спасатели с трепетом наблюдали за ним, готовые в любой момент снова прийти на помощь, если олень окажется слишком слаб или травмирован. Но воля к жизни взяла верх. Сделав глубокий вдох, олень предпринял вторую попытку. На этот раз он твердо уперся копытами в наст, покачиваясь, поднялся на ноги и встряхнул своей густой шерстью, сбрасывая с себя остатки грязи и снежных крошек. Он повернул голову в сторону своих спасателей и на мгновение замер, словно выражая немую благодарность людям, которые не прошли мимо его беды в этом суровом крае. Затем олень развернулся и, поначалу неуверенной, слегка неровной рысью, устремился прочь от опасного места, туда, где на горизонте его терпеливо ждал верный сородич. Второй олень, увидав, что его друг свободен и бежит к нему, сделав шаг навстречу. Спустя мгновение они встретились посреди белоснежного поля. Животные ненадолго остановились рядом друг с другом, соприкоснувшись мордами и словно удостоверяясь, что опасность окончательно миновала. Мужчины стояли у вырытой ямы, провожая взглядом двух благородных жителей тундры. Олени снова были вместе. Набрав темп, они легко побежали рядом друг с другом, оставляя за собой ровную цепочку следов на нетронутом снегу. Вскоре их силуэты растворились в бесконечно в зимних просторах, вернувшись в родную стихию свободными и невредимыми. Эта история — яркое напоминание о том, что даже в самых суровых и беспощадных условиях природы всегда есть место состраданию, взаимовыручке
и настоящей верности. Находчивость, неравнодушие и тяжелый труд случайных прохожих подарили животному второй шанс на жизнь, а преданность его лесного друга доказала, что настоящая поддержка не знает границ.